Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу с вами поговорить о бритвах фирмы Philips. В обзоре будут представлены бритвы 7, 8 и 9 поколения. Это роторные электробритвы. Также вообще мое мнение про электробритвы, различных модификаций, различных фирм. Я буду говорить лишь о своем собственном опыте. Опыт у меня, поверьте, большой, поскольку я каждый день бреюсь именно электробритвами. Вообще изначально я брился бритвами, которые были с сетками. Первая бритва у меня из электрических именно была фирмы Braun. Это сетчатая бритва. Там случилась со временем такая беда, что сетка протерлась буквально года за полтора до дыр. Не сами лезвия, которые в сетке, да, режущий блок, а вот сеточка, которая идет сверху. Брила бритва неплохо, но тем не менее сетку новую купить оказалась проблема. Стоило это весьма дорого в то время. И вообще я потом, глядя на рекламу, решил перейти все-таки на роторные бритвы, так как сетчатой бритвой надо бриться каждый день. Вот такие вот движения, ну знаете, да, как обычным станком. А роторной бритвой бреется по кругу, можно пару дней не бриться, и она берет более длинную щетину без проблем. Поэтому со временем перешел на роторные бритвы. И здесь разговор будет именно вот про бритвы такого типа с плавающими лезвиями. Самой первой моей бритвой Philips была модель 7830. Бритва 7 поколения. Лезвие у нее, естественно, как у всех бритв, плавающие, то есть вот так вот они гнутся, когда вы бреетесь. По-моему, в 4 направлениях или даже в 2 направлениях. Это все вот маркетинговые ходы, да? То есть, допустим, 7 поколения в 2 направлениях сгибаются ножи. 8 там в 4, 9 там в 12, чуть ли не по кругу все эти ножи бегают. Это все маркетинг. На самом деле все бритвы бреют одинаково. Вот. И уловки продавцов, когда я вот покупал уже себе последнюю бритву 9 поколения, это вот такая вот бритва. С таким вот блоком, он просто сюда вставляется. Вот так вот вставляется он. Вот. И здесь просто сверху одеваются ножи, режущий блок. Вот так вот. И можно бриться. Это вот бритва уже 9 поколения. Она вот еще и сама эта штучка играет якобы, да, бриться легче. Ну и также во всех направлениях. Да, все эти бритвы можно мыть под водой, что очень хорошо. Вот, единственное, я один раз вот этот вот режущий блок не снял, решил всю бритву по привычке, как вот с такими вот вымыть под водой. И когда сюда вода налилась, вот отсюда начала даже капать. То есть всю бритву прошла. Я ее сушил где-то часов 6. Боялся ей пользоваться от греха подальше, но тем не менее ничего с ней не делала, она работает. Все эти бритвы практически вечные, то есть каждый день я вытряхиваю щетину с них, да, по которой побрился. Ничего не сломалось, все защелкивается, в этом плане можете не бояться. Вот. Более того, вот эта вот самая первая бритва, ей, наверное, лет 10, ну точно лет 10 и есть, может быть даже больше, я не помню, в каком году эти бритвы появились. Аккумулятор до сих пор работает, она бреет, ничего и не делается. Кстати, надо зарядить, сейчас вот заряжу вам для обзора. Здесь вот такой вот триммер, что очень удобно на самом деле. Триммер сделан в бритве. Блок режущий вытряхивать удобно, ничего не надо снимать, открыл, вот так вот вытряхнули, да, там, мусорное ведро. Меняются ножи, вот так вот поворачиваете просто и снимаете. Все. Вот они сами ножи. Вытаскиваются легко. Новые поставили. Также закрыли. Вот прижали и повернули. Все. Проще простого. У этой бритвы был вот такой вот чехол. Это не самая дорогая бритва. В этом чехле лежит ее зарядка. У всех бритв Philips зарядки друг к дружке подходят.
разъем везде одинаковый, поэтому достаточно одной зарядки, чтобы заряжать все бритвы, в общем-то. Всеми бритвами можно бриться как от сети, так и от аккумулятора. Есть совсем дешевые модели, которые только от сети бреются. Еще раз, блоки питания у них практически у всех одинаковые. Поэтому я вот пользуюсь одним блоком, который я вам показывал. Хотя у каждой бритвы, конечно, свой в комплекте идет. Да, вот так вот она должна ровненько. Это, кстати, самая сложная бритва оказалась. Самая последняя 9-го поколения, которую мне нахваливал продавец. Покупалась она в М-Видео. Еще раз говорю, бреют они все одинаково, но есть нюансы. Вторую бритву, это бритва 8-го поколения, я приобрел по очень простой причине. Поскольку, когда я покупал бритву 7-го поколения, больше 10 лет назад, лезвий этих вот хватает где-то ножей на год, потом надо менять. Пошел в магазин, купил новые ножи. Тоже покупал то ли в М-Видео, то ли в Максидоме. Вот эти вот ножи, 3 всего лишь ножа, стоят примерно чуть ли не как новая бритва. Ну, допустим, бритва стоит чисто условно 3000 рублей, ножи эти 2000 рублей комплект стоит. Ну, он красиво такой запечатанный в целлофане, естественно. Там 3 лезвия лежат. Хватает их опять на год, опять надо покупать новые ножи. И вот прошел еще год, пошел я в магазин. И что вы думаете, ножей на эту бритву нигде нет. Зато, пожалуйста, можете купить на новую уже бритву эти ножи. Хотя непонятно, вроде вы покупаете новую бритву, ножи не нужны. Логично, да, что ножи нужны вот к старым бритвам людям. Но нет, не та у нас сторона. И поскольку ножей было просто не купить, я вот взял вот уже 8-го поколения бритву. Она вот такая вот с подставочкой, кстати, ее дома удобно очень держать. Вот так вот красиво стоит. Вот, у нее еще есть вот такая вот защитная штучка, одевается на бритву, чтобы ножи не повредились. Ну, хорошая бритва, классная. Опять же, триммер здесь немножко по-другому вытаскивается, чем на той, но опять же удобен он прям в бритве. Я им до сих пор пользуюсь, если надо подровнять височки. Вот, виски подравнивать удобно. Когда я покупал эту бритву, я уже был умней. Купил сразу себе вместе с бритвой еще ножи. 3 штучки на будущее. Ну, естественно, один комплект на всю же жизнь не покупаешься. 2 года я и пользовался. Потом через 2 года второй комплект ножей тоже стал плохо брить. Уже практически сначала один перестает брить, потом второй. Ну и так вот далее. Пошел в М-Видео. Там, как всегда, ножей не оказалось. Только на новые модели было. Пошел в Максидом, как сейчас помню. Купил ножи еще. Год мне эта бритва прослужила. Потом все, та же проблема, ножей не купить. Что надо делать? Надо брать бритву последнего поколения 9-го. Вот она. Потому что если взять опять же 8-го такую же, да, только с ножами, ну это глупо. На эту ножи-то будут еще выпускаться какое-то время. Но это я так думал тогда. Эта бритва, кстати, менее удобна. Она бреет нормально, я к ней уже привык. Естественно, когда ты бреешься каждый день, ты привыкаешь к бритве. Но она, во-первых, вынимается вот так вот целиком вся, когда надо вытряхнуть. Эти же все бритвы грамотно, да, открываются. Ну, не боишься, что там потеряется что-то. Здесь целиком, никакой защиты сверху здесь уже у ножей не идет. Триммер тут вообще идиотский, я хочу сказать, в последней бритве. Сейчас я вам его покажу, ребята. Триммер выглядит вот так вот. Поскольку у меня есть вот эти вот бритвы, то, естественно, никогда я этим триммером не пользовался. Нет, он есть, им можно воспользоваться, подровнять виски, если надо. Он даже запай. Ну, короче, вот это вот просто снимается целиком. Вот эта вот хрень сюда одевается. И у вас вот такой вот триммер получается. Не знаю, что он у меня совсем запакован или нет. Друзья, я его даже разрывать нафиг не хочу. Ну, вы поняли, да? Обычный триммер одевается вместо этой насадки вот сюда вот и равняются виски. На кой черт? Почему было не сделать вот так же, да? Удобно. Что не надо никакие насадки менять. Не знаю, ну да, есть возможность подровнять височки. Опять же, видите,
эту насадку еще помучаетесь одеть. То есть здесь вот так вот надо попасть сюда в треугольник. Надо найти положение, в котором эта бритва потом будет. Видите, она вот так вот сейчас как-то села по-дурацки. А надо, чтобы сверху была вот эта одна штучка. То есть вы здесь еще намучаетесь искать правильное положение с этими насадками. Вообще очень такая бритва попалась. Не, бреет хорошо, все нормально, но видите, да, вот сейчас вот я сделал, чтобы сверху было это. Сейчас вот сбоку. Черт его знает. Мне не нравится вся эта фигня. Я не знаю, может быть вы видите, да, вот здесь вот какая-то штучка есть. Ее, наверное, с чем-то тут можно будет как-то совместить, как-то приспособиться. Но лучше ее все-таки по минимуму снимать. Вот. Одели и забыли вы про этот триммер. Но это мне просто говорить, да, потому что у меня есть чем вместо триммера пользоваться. Сейчас я немножко, вот пока с вами говорю, подзаряжал первую бритву, посмотрю, включится она или нет. Вот, друзья, она включается. То есть вы понимаете, что бритве больше 10 лет, аккумулятором ничего не делается, триммер бреет прекрасно, ножи, все работает, все крутит. Проблема была именно в замене лезвий. Спасибо, появился сайт AliExpress, друзья. На AliExpress ножи к любым бритвам продаются. Они, может быть, не так хорошо бреют, как голландские ножи. Ну, как бы есть такое ощущение, что вроде не так бреют, но при этом бреют хорошо. Не знаю, те, может быть, вот вообще там супер как-то брили, может быть, так кажется, потому что там в мозгу понимаешь, что это китайские ножи, они дешевые. Но ножи на AliExpress, допустим, вот к этой бритве стоят рублей 800, в магазине бы они стоили 1002. То есть разница колоссальная. Купил ножи для этой бритвы, теперь у меня эта бритва как запасная на даче лежит, я вот специально ее для обзора взял. Что в этой бритве отличается, вот чем она еще вот бритва 7-го поколения, вот от этой вот 8-го поколения от бритвы. Вот эта бритва якобы бесшумная. Вот смотрите, я ее включаю. Тихо как бы работает. Эту включаю. Чуть-чуть громче работает. Но знаете, в чем самый прикол? Вот эта вот, которая работает громче, когда там 3-4 дня не побрился, включил, прекрасно бреет. Эта же бритва, бесшумная, начинает зажевывать щетину, если она длинная. Она бесшумная, оказывается, за счет того, что в ней обороты, я так понимаю, просто не такие быстрые. И она иногда просто встает, если жесткая щетина попадается. Поэтому вот эта вот бесшумность, это не есть хорошо. Какое-то время я к ней привыкал. То есть эта бритва бреет круче. Да, шумит, но бреет. Это не шумит, бреет, но бреет не очень качественно. Ну, именно дергает иногда. Бреет-то хорошо, но не все. Так что учтите, вот 8-го поколения бритва. Вот есть такой косяк. Поэтому, когда я купил бритву 9-го поколения, заметьте, тоже шумит и чувствуются обороты. То есть она, по сравнению с бритвой 8-го поколения, бреет лучше. Но с 7-го поколения бритвы они бреют примерно одинаково. Вообще я бы вам рекомендовал, вот сейчас, вот учитывая, что есть сайт Алишка, AliExpress, на который можно теперь купить ножи, и проблем у вас не будет. Вот такой вот бритва. Она на самом деле самая клевая из всех. Но опять же, уже когда привыкаешь, каждый день бреешься, а потом уже узнаешь, что есть ножи на AliExpress, уже привык. Все равно, когда каждый день бреешь щетину, да, вот эти вот выступы по-другому там к коже подносятся. Вот, ну, привык уже этой бреюсь на постоянку. А эту использую как триммер у меня стоит. Все. Все бритвы можно мыть под водой. Ножи у них меняются что у одной, что у второй очень просто. У этой вот так вот меняется. Вот, достаете
нож он вместе с сеточкой. Они продаются на Алиэкспресс вместе с сеточкой сразу. То есть сеточки разной конфигурации бывают. Тут точки как-то могут быть по-другому нарисованы. Вставляется все просто. Ну тут единственное, зрение надо хорошее. Вот, мне снимать сейчас не очень хорошо видно, поскольку я через фотоаппарат смотрю. Вот, сейчас попал в эту штуку. И прижимаете вот этими вот кружочками. Вот, чуть-чуть надавливаете и поворачиваете. Все, вот эти ножи закрепились. Вот тут можете посмотреть модель бритвы, как называется. HD8250. Вот первая цифра, это и есть поколение бритвы. То есть 8250 это значит 8-го поколения бритвы. Это вот когда ножи, кстати, будете заказывать, обратите внимание. То есть бритва 8-го поколения, бритва 7-го поколения. Здесь вот лучше видно, да? Вот она. HD7830 бритовка. Ну, это, соответственно, 9-го поколения. Вот ее название. Просто серия с 9000, да? Здесь нет этих буквок. Здесь вот лампочка есть. То есть, когда она сядет, ее будет пора заряжать, просто загорится лампочка. Этого вполне достаточно. На самом деле, следить за зарядом. Здесь та же система. То есть, если бритва сядет, здесь загорится лампочка, что ее пора заряжать. У этой же бритвы показывается индикация заряда. То есть, видите, вот она. Заряжена полностью сейчас эта бритва. А вот это вот краник показывает, что надо бритву почистить лезвие. Пора чистку провести, то есть снять, вытряхнуть щетину. Самое интересное, что бритва почищена. Вот эта вот индикация, я вообще не понимаю, как она работает. Я так понимаю, что вот раз вы включили, второй раз вы включили, третий раз побрились, и после третьего раза, допустим, загорится экранчик, что пора вам ее вытряхнуть. Это вот как-то так работает. Ни хрена она не понимает, надо ее чистить, не надо ее чистить. Это я так полагаю. Может быть, тут, конечно, какие-то супердатчики стоят. Я просто после каждого бритья вытряхнул, все. Каждый из этих бритв, ну, якобы вот это вот хватало там, допустим, на 7 дней, это там на 14 дней, это на месяц хватает аккумулятора. На самом деле 2-3 минуты в день бриться, их всех примерно хватает раз там в 2 недели зарядить. Они очень долго держат батарейку. Поэтому можете с этим не заморачиваться. Но если что, можно всегда включить сеть и от сети побриться. Так, у этой бритвы в 9000 серии такой вот чехол. Не скажу, что супер, но в чем-то ее надо хранить. Хотя бы вот так вот, да, лежит. У бритвы 7 серии самый клевый на самом деле чехольчик. Вот здесь и провод помещается. Вот такой вот чехол обычный. Мягкий, удобно брать куда угодно. Ну, с другой стороны, жесткий чехол, труднее бритву повредить, но это если вам надо в путешествие брать. Дома такой чехол удобней. А самое клевое для домашнего хранения, это, конечно, вот с подставочкой. Единственная бритва, которая шла 8 серии. Если бы она не была зачем-то сделана бесшумной, с малым количеством оборотов, она была моей любимой. Потому что ее удобно дома держать, мало места занимает. Не помню, был ли у нее какой-то чехол, возможно, был. Ну, куда-то я его дел. Заметил еще такую вещь, что когда я покупал последнюю свою бритву, но ножей оригинальные, которые стояли здесь, может быть, они какие-то более тонкие были, я не знаю, мне хватило месяцев на 8. С Алиэкспресса, когда я ножи заказывал, я уже дважды менял их, хватает больше года. Год и 2 месяца, где-то год и 3, вот так вот. Сейчас вот, кстати, пришло время поменять ножи на этой бритве. Я заказал новые ножи, они пришли. Вот я и решил снять обзор. Заодно покажу, как на этой бритве буду менять ножи.
Кстати, эта бритва самая сложная по замене лезвий оказалась. Если у тех все было просто, здесь надо каждый нож отдельно снимать. Ну, не то, что прям супер сложно, но тем не менее. Какое-то время придется потратить. Оригинальные ножи продаются. Ну, знаете, квадратная упаковочка, целлофан. Все красиво. Стоит, допустим, 2000. С Алиэкспресс они просто запаковываются в целлофановый пакетик, как обычно китайцы делают. Стоит рублей 800. Но их надольше хватает, бреет тоже хорошо. Рекомендую воспользоваться моим советом. Покупайте ножи на Алиэкспресс для таких бритв. Ну а теперь поменяем. Ножи с Алиэкспресс заворачивают в стандартный пакетик. И вот в такую вот штуку пупырчатую. И вот они, 3 штучки просто лежат. Да, не так красиво запакованы, но экономия. Я 3 раза ножи поменяю за те деньги, что в наших магазинах продают. А главное, лично я, в качестве не заметил особой разницы. Я говорю, есть какое-то такое вот, может быть, ощущение внутреннее, может быть, шумит она как-то не так, может еще что-то. Но мне кажется, это настолько персонально, и это трудно сравнить уже, когда год прошел, да, вы меняете ножи, уже непонятно. Тем более те-то ножи брить перестают, ну, они потихонечку из строя выходят, допустим. Один плохо бреет, второй совсем не бреет, вы уже понимаете, что пора заказывать. Идут они где-то месяц. Ну и вот ножи для бритвы 9 серии. Выглядят они вот так вот. Меняется следующим образом. Каждый нож, ну я уже не первый раз это делаю, поэтому мне проще. Вот сюда вот вынимаете эту оранжевую штучку, видите, здесь каждая отдельно. Вынимаете сам нож, он, конечно, весь все равно не промывается в щетине, но это можно их еще помыть. Они еще какое-то время прослужат, но это уже ненадолго. Там может еще дней 15-20. Вот, сами ножи нам не нужны, а оранжевые штучки пригодятся. Итак, берем нож. Чтобы вы понимали, нож он вот так вот выглядит сам. И вот эта вот сеточка. Сеточки можно старые оставлять, если вы хотите фирменные. Если вы первый раз меняете. Я меняю вместе с сеточками, особо не заморачиваюсь над этим. Так вот выглядит нож. С Алиэкспресс. Ну не знаю. Наверное, какая-то разница должна быть с оригиналом. Но еще раз говорю, бреют они меня устраивает как. И хватает их где-то на год. Вставляем ножи вот сюда вот аккуратненько. Здесь вот видите, всякие совмещать надо, такие штучки. Вот. Чтобы они не вертелись. Примерно вот так вот. Это вот все внимание обращайте. Это именно только на 9-е поколение. Такую хрень сделали, что каждый нож отдельно меняется. Это типа, наверное, чтобы она ну прям во всех направлениях бритва работала. То есть вот выемка большая, да? И здесь вот эти вот 2 штучки где. Не так. Сейчас. Вот так вот, да? Да, вот это вот встало. Это как-то хреново встало. То есть не все так просто. Это прям, это вот сюда раздражает. Почему так сделали? Для чего? Как издевательство. Вот. Вот они сейчас стали все нормально, да? Вот так вот это, видите, это не так стало. Вот. Вот так вот это все выглядит. Да, вот теперь вот вроде ровненько. И теперь берем оранжевые штуки. Так, вот тут стрелочки есть.
Теперь надо сообразить, какой стороной это все закрывается. Каждый раз одно и то же. Каждый год, вернее, одно и то же. На всех других бритвах все намного проще. Вот так вот, да? О, кажется, этот попал. О, стрелочка в противоположную сторону. Вот она захлопнулась. Один нож только одел. Сейчас второй буду. Во, захлопнулся. То есть представляете, да, как это вот все? Не для людей сделано. Вроде должно все просто быть, но нет. Вообще сложно понять, что с чем совмещается. Вот он вроде как сел. Эта стрелочка куда снимать? А нам надо в противоположную сторону. Вот он защелкнулся. Вот, и вроде все ножи теперь держатся, да? Чтобы когда вытряхиваешь, то надо же, чтобы ножи не вывалились в мусорное ведро. Или, не дай бог, там в раковину куда-то еще. Не знаю, куда вы там щетину стряхиваете. Вот оно оделось. Ну и теперь просто вот так вот захлапываете. И можно бриться новыми ножами. Все. Бритва к использованию готова. Видите, зарядки как меняются, да? Смотрите, какая тонкая. Но я зарядкой заряжаю вот эту вот бритву. Это зарядка от бритвы 9-го поколения. Они все одинаковые, все подходят. Но сам факт, опять же, как все удешевляют. 9-го поколения зарядка. 8-го поколения зарядка. Тут потолще, получше, да, такая. Покруче сделана. И 7-го поколения зарядка, да? Самая крутая, самая классная у самой первой бритвы была, когда вот они только начинали. Тут даже по цвету видно, да, что вот это вот к синей бритве подходит, синего цвета зарядка. Это вот к серой бритве. Тоже еще такая. Провод такой нормально растягивается, не повреждается, ничего. И вот последняя, 9-го поколения. Смотрите, какое дерьмо. Вообще. Чем дальше, тем удешевляется все. Это к чему говорю? Когда бритву такой вот купите, вот такого вот плана роторную, не надо менять потом на более новый. Вообще забейте. Я понимаю, что сейчас уже вряд ли вы купите 7-го или 8-го поколения. Сейчас, наверное, уже 9-го, может быть даже 10-го или 11-го уже продаются. Не гонитесь за этими поколениями. Лучше бритвы не становится, только реклама лучше становится. Даже вот по этому же по триммеру, насколько здесь все проще. Ножи менять удобней, вытряхивать удобней. Все было с умом сделано. Так что все вот это вот, что там он во все стороны ходит, когда вы бреете, вам по барабану, как оно ходит по коже на самом деле. Все бритвы Philips, они классные. Ну, во всяком случае, 7-го поколения бритвы мне очень нравятся. И разницы во время бритья я особо не замечаю. Это только вот в рекламе показывается, да, что во всех положениях у вас они там кожицу облегают. Никакой разницы. Еще есть такой маркетинговый ход, как беспроводная зарядка. Бритва все время ставится на зарядку. Вот как я вам показывал, там бритва с подставкой была, только есть с зарядкой. Вы якобы бреетесь все время заряженной бритвой. Вы знаете, я бреюсь бритвой от аккумулятора постоянно. И когда вот здесь вот остается последняя черточка, и она начинает мигать, я ее заряжаю. Я не скажу, что есть какая-то разница. Вон, видите, опять кранчик загорелся, да, что пора ее почистить. Это все бред. То есть определенное количество включений было, и вот он загорелся. Сейчас уже не загорается.
Так вот, нет никакой разницы, полностью заряженная бритва, не полностью. Если она села, она просто у вас заживет щетину, возможно, и все, брить перестанет. Или она у вас бреет нормально. Нет такого, что там вы зарядили, она прям очень круто бреет, а когда там 2 или 1 черточка осталась, она начинает брить хуже. Это все маркетинг. Есть еще такая штука, как самоочищающаяся бритва. Стоит она дорого. Я так думаю, что тоже людей разводят на деньги. Во-первых, там нужен специальный раствор покупать в эту штуку, которая все время чистит. Во-вторых, после каждого бритья сами почистили, вытряхнули просто и все, и брейте спокойно. На год хватает без проблем пользования. Если уж решили, что шибко грязная, ну помойте ее под струей воды. Только вот этот вот блок снимите лучше. А еще можно просто вот эти вот лезвия отдельно помыть, вполне достаточно. Также есть щеточки. Кстати, к каждой бритве в комплекте идут еще щеточки такие, вот как кисточки, которые можно щетину удалять. Это опять же, если у вас есть на это время, можете это тоже заниматься каждый день, пожалуйста. Это очень красиво, наверное, эстетично, что бритва всегда чистенькая внутри, но ничего не могу сказать. Я вот просто вытряхиваю все, я вот так вот бреюсь. Может быть, кто-то чистит по-другому. Кому-то это важно. Я на качестве бритья разницы не замечаю. Здесь всегда все чистенько. Снаружи, во всяком случае. Вот такой вот обзор по бритвам получился. Да, еще по поводу бритв роторных и сетчатых. Сетка якобы надо бриться каждый день, но там действительно, да, длинную щетину сбривать тяжело, роторные вы как бы по кругу ведете, и большие волосики тоже легко сбриваются. Оно есть такая правда. Но кожа, когда вы привыкли бриться сетчатой бритвой, да, которой вот так вот водите, кожа тоже привыкает на самом деле. И когда вы меняете бритву на роторную, может быть неделю, может быть 2, у вас кожа будет немножко раздражаться. Это все временно, потом кожа привыкает. И как так и должно быть. Потом вам сетчатой будет бриться тяжело. Это просто дело привычки. И даже кожа, она тоже привыкает. Вот. После бритья первое время, вот как вы только бритву поменяли, есть специальные такие растворы спиртовые. Можете наносить на кожу, чтобы раздражений не было. Сейчас я вам даже покажу такой растворчик. Вот таким вот я растворчиком пользуюсь. Nivea Fomen после бритья. Он спиртовой. На ватку его чуть-чуть намазали, да. Все. Там кожу протерли, все круто, все клево. Но единственное, есть такой нюанс, я им, скажу честно, боюсь пользоваться иногда. Когда мне с утра надо на работу, да, ты побрился и сразу садишься за руль, раствор спиртовой. Я, если честно, боюсь, что, не дай бог, гаишник тормознет, на коже спиртовой раствор, а у них приборы, ой, какие чуткие, и потом доказываешь, что ты не верблюд, езжай там с ними на экспертизу. Поэтому, если у вас есть там где-то полчаса времени перед тем, как вы побрились, за руль сели, то за полчаса с кожи он, конечно, выветрится. А если вот сразу побрились и за руль, тут вот такой вот нюанс я бы вам рекомендовал задуматься все-таки. Сами понимаете, раствор спиртовой, приборы чуткие. Можете попасться на лишение прав на ровном месте. Ну, конечно, не на лишение прав, но на экспертизу поехать вам придется, а это все время. Вот. Вроде бы все, что хотел вам рассказать. Комментируйте, что вы думаете по этому поводу. Согласны вы со мной, не согласны. Все, всем пока, друзья.